квартире газ. А у вас? А у нас? А у нас? А у нас? А у нас? А у нас забор решил прилечь поспать. Да, вот такая вот история. Интересная история. Даже не знаю, когда это случилось, но здесь вот видно, что прогнили столбы все. У этого забора. Прям все в труху. И он лег поспать, скажем так. В общем, я посмотрела, посчитала. Здесь где-то около 30 метров вот этого забора. Там поле польское, лес. 30 метров этого забора, если поставить профлист, из профлиста забор, я узнавала, стоит 100 тысяч рублей. Около 100 тысяч. Короче, теперь думаю, что делать. Помните, я говорила, что хочу построить плетеный заборчик, когда каталась на велосипеде, смотрела по деревням, как там все устроено. Но у меня весь участок был огорожен, я как-то не переживала, но вот теперь, видимо, пришло время строить плетеный забор, учитывая цены наши сегодняшние. На дворе, какой сегодня? 3 ноября. Вот. И вот такая история. В общем, буду думать, что делать с этим забором. Если пролезть через мой забор, здесь можно выйти на поле. Ух ты, смотрите, какая интересная штучка. Похоже, это полка. Да, это старинная полка. Слушайте, ее можно отреставрировать и приспособить под посуду. Такая классная. Заберу-ка ее домой, пожалуй. Слушайте, сейчас обнаружила. У меня раньше вот здесь стояли ульи. Вот крышка от улья. Вон там один, второй. И вот этот вот третий стоял. Смотрю, от него крышка валяется. А вон там стоит, другая часть улья. И у меня такое подозрение, что сюда кто-то залез посмотреть, что есть в ульях. Есть ли там мед или еще что-то. У меня ульи все совершенно пустые. Короче, буду смотреть по камерам, кто лазил ко мне на участок. Вот такая история. Мне кажется, это рук дело человека. Хотя столбы прогнившие, но забор все-таки стоял, и ветром его точно не могло сдуть, потому что здесь были опоры с другой стороны. Буду смотреть. А еще у меня наконец-то дошли руки до того, чтобы повесить на окна шторы. Наконец-то появилось время на дом. Та-да-да-там! И эти шторы готовы. Я немножко не рассчитала. Короче, заказала гораздо длиннее, чем у меня окна. Точнее, стена. Возможно, их придется подрезать, но пока так. В общем, общий план какой-то такой. Вот. Да, стало действительно уютнее. Единственное, что есть дисгармония между зеленым и голубым, но дело в том, что я со временем планирую все вот это покрасить в белый цвет. Скорее всего, это будет зимой. Водоэмульсионной краской буду все это красить, вот эти вот голубые стены. И тогда зеленые шторы будут вполне гармонично сочетаться с белым цветом. Еще бы этот дурацкий линолеум перестелить, было бы вообще идеально.
Но, как говорится, довольствуемся пока тем, что имеем. Все будет со временем, не сразу. Вот. Еще я мало показываю черновых работ по своему дому, но вы меня очень-очень просите снимать себя за работой. Ну вот, собственно, я и снимаю. Что я сейчас делаю? Я чищу свою маленькую печку от золы. Вот такой вот длинный совочек у меня для этого есть. Я взяла ведро и набросала туда золы. Периодически я вычищаю печь, выношу золу. Как правило, вот здесь у меня получается около 2 таких ведер золы. И я ее выношу в сад, сыплю под деревья. Таким способом удобряю деревья. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Да, вот такой прекрасный вид открывается у меня за участком. Но, к сожалению, не все так прекрасно. Я показываю реалии жизни. Значит, здесь у меня, когда летом была трава, вот этой вот фигни не было видно. И, как видите, я сейчас пришла за мусором вот этим, чтобы его выкинуть. Сейчас вот это все соберу, отвезу на мусорку. У нас в конце улицы стоит мусорный бачок. И вот это туда все я выкину. Слушайте, ну вот такой вот мешок я огромный собрала мусора. Хорошо, что вот он попался в мусорке. То бы я даже не знала, куда бы собрать, потому что целый мешок от муки. Сколько тут, я не знаю, килограммов 20, наверное, в этом мешке. Вот, я не знаю, как сейчас повезу. На велике дотащу ли вот это все. Ну, в общем, посмотрим. Отвезла мусор, съездила в магазин. И смотрите, кто меня встретил. Вася! Ай, ты мой сладкий котик. Васюш. Смотрите, что он сейчас будет делать. Акробатический трюк от Васи. Оба! Вот так вот, понятно? Васюшечка, мой сладкий кот. Пойдем домой, пойдем. Оп. Мур, я приехала, да, пойдем. Пойдем домой. Пошли в дом, пошли. Васюша. Умный котик, умный. Да, да. Сейчас я велик затащу. Всем доброго денечка. Сегодня такой солнечный, красивый день. Просто фантастический, сказка. Очень красивый. Не могу не показать. Иду в баню. Сегодня у меня банный день. Вот, кстати, вот эта трава, которую мы с мамой подрали в малине. Не было времени снимать. Вы меня все просите: Наташа, снимай то, что ты делаешь. Но пока я могу снимать только результаты своих трудов. Потому что в процессе не до съемок иногда бывает. Прям вот реально. Пособираю хворост сейчас в баньку. На растопку. Ой, как трава тут после снега полегла сразу. Ай-яй. Ну ладно.
взяла с собой пилу, мою подружку. И вот здесь у меня старые улья стоят еще. Я смотрю, кто-то реально по участку у меня все-таки лазил. Потому что он все улья, крышки пооткрыты. Кто-то залезал ко мне на участок все-таки, да. Надо смотреть по камерам. Вот здесь, кстати, за баней старые стекла стоят. Старые рамки висят. Калина вон. Здесь птицы немножко поклевали. Но с той стороны вот ее больше. А еще... Не знаю, будет ли у меня время. Может быть, схожу в конец участка. Нужно подрать там сухостой. Летом мы сюда с племянником пытались добраться сквозь высокую траву. У нас был целый квест. Мы здесь собирали яблоки, которые были на яблонях. Вот. И, возможно, удастся сухостой пособирать. Слушайте, вон там такой валежник вообще. Нужно его к бане натаскать. Так много его. И вон там сетка рабится. Огорожен у меня участок. Надо пробраться туда, посмотреть, что там находится. Здесь раздолье бобрам, конечно, я понимаю, да. Ого, сколько здесь сухостоя. Ай-яй. Вот это ай-яй. А я пришла с пилой. А пилить-то ничего и не надо. Вот смотрите, гора какая. Вон там еще гора. Я так понимаю, прежние хозяева спиливали сад и сваливали все ветки сюда. Я периодически по углам своего участка нахожу сухостой. Вот такие вот горки сухостоя. Нужно будет сейчас взять немного на растопку бани. Ой, а вон там елочка маленькая. Слушайте, сейчас попробую к ней пробраться. Посмотреть на нее хочу. Уже должен быть как бы снег. Но погода очень странная. И снега пока нет. Выпал он, растаял. Ноябрь на дворе. Вот и елочка вот эта маленькая. Это, по-моему, ель, да. Судя по иголкам, это голубая ель. Ух ты ж, моё ж. Береза, смотрите, какая толстенная у меня. Но в конце участка стоит одна. Вон там еще одна. Не видно отсюда. Вот здесь по границе участка тоже стоят березки. Елочка. Только она какая-то тухленькая. Вот опять же, смотрите, валежник сухостой. Ну, сейчас возьму охапку и пойду. Зря пилу брала. Здесь уже все напилено для меня. В общем, вот, набрала валежника. Немножечко, сколько унесу. Потом еще возьму, может. И смотрите, какая у меня здесь красота. О, представляете, это мои елочки. А вон там вот какие виды. Вот такая красота там. Красотища. Ну, о чем еще можно мечтать? У меня есть еще идея, знаете, такая. Сейчас пока иду до бани, расскажу. Короче, где-то я на ютубе видела, как один мужчина насобирал белых грибов в лесу. Белых подберезок еще, по-моему, каких-то. И размельчил их. Размешал там то ли с водой, то ли с каким-то раствором, я не знаю. И разлил у себя на участке, там, где находятся у него деревья такие вот, как березы растут и все такое, елки. И, в общем, у него через год, по-моему, выросли там настоящие лесные грибы на участке, прямо на его участке. У меня тоже такая идея возникла, тем более, что у меня участок большой. Возможно, в следующем году насобираю тоже вот так грибов и сделаю из них рассаду.
у себя на участке. В общем, сейчас буду топить баню. Ну вот, принесла валежника, таких вот толстеньких веточек. Сейчас буду распиливать на растопку и домой тоже отнесу на веранду, чтобы там для печки, для растопки было. Непростая жизнь у блогеров, я вам скажу. Одной рукой пилишь, другой снимаешь. Вот так вот. Нужно быть многорукой, чтобы сам себе оператор, сам себе дровосек. Короче, вот так вот. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I be close to you? Ooh. В общем, вот, напилила я валежника, положила на веранду к себе. Здесь у меня еще дровишки, видите, лежат. Как раз хватит на растопку для печки. Ну, я думаю, на недельку точно, а потом еще напилю. Вот. Такой у меня здесь склад небольшой, хозяйственный. Пока двора нет нормального. In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter? Shall I try to get it down? Oh, you fill my head with pieces of a song I can't get out. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I be close to you? Ooh, ooh. Can I take you to a moment where the fields are painted gold and the trees are filled with memories of the feelings never told? When the evening pulls the sun down and the day is almost through, oh, the whole world is sleeping, but my world is you. Интересные мысли меня посещают сейчас, в эти ноябрьские дни. Когда я жила на съемной квартире, я не ощущала дома. У меня не было ощущения дома. А теперь, когда я создаю свое пространство, это ощущение дома, оно становится все ярче и ярче. И вот что я подумала. Чем больше мы прилагаем руку к созданию своего пространства, именно своего, так, как хотим мы сами, не кто-то хочет, не так, как мама хочет, не так, как папа хочет, а так, как хотим именно мы сами. И вот чем больше мы делаем для себя так, как хотим мы, тем больше мы понимаем самих себя, свои ценности, свои потребности, свои чувства, желания.
И, конечно же, тогда, когда человек понимает самого себя, ему легче идти по жизни, ему проще понимать, каких людей он хочет видеть рядом с собой, какой он деятельностью вообще хочет заниматься по жизни, как он хочет зарабатывать деньги. Ну, в общем, много понимания приходит к человеку, когда он психологически, мысленно сепарируется от своих родителей. И если говорить о социальной жизни, то это сепарация от чужого мнения, от постороннего мнения. То есть, когда человек начинает жить своей жизнью без оглядки на чье-либо мнение, когда он начинает жить именно для себя. Вот нас многие в детстве ругали, да, за то, что мы такие эгоисты, думаем только о себе, ни о ком другом. Но на самом деле это очень серьезная манипуляция, которая делает человека зависимым прежде всего от чужого мнения. И получается, этим человеком легко манипулировать другим людям. И человек вообще теряет себя, он не понимает, чего он хочет от жизни, как он вообще хочет жить. И он начинает жить просто чужую жизнь с оглядкой на других, не способным вообще понять, чего он хочет от жизни, как он хочет, почему он хочет. И это создает очень многие проблемы в нашей жизни на самом деле. Поэтому пожить в одиночестве, вот в этой, я бы даже сказала, полной свободе от чьего-либо мнения, пожить вот в этой самостийности, это просто необходимо любому человеку. А еще вот это вот ощущение дома дает какое-то чувство уверенности, защищенности, уверенности в себе прежде всего, уверенности в своем будущем. Проходит какая-то тревога за свое будущее. И вот эта вот перманентная тревожность, которую мы испытываем постоянно и суетимся, чего-то боимся, куда-то бежим, не понимаем, зачем мы живем, с кем мы живем, для чего мы живем. Вот эта тревога, она проходит, как только наступает ощущение именно своего дома. Своего дома я имею в виду не родительского дома, а именно того пространства, которое вы создали именно для себя. Ну вот такие мысли. А тем временем на моем подоконнике уже выросла микрозелень. Ну, не вся, конечно, но вот многие побеги уже взошли, и ее можно добавлять в салаты. Микрозелень также можно добавлять как гарнир к мясу, к яйцам. Я часто делаю с яичницей, с тушеным мясом. Вот эту вот микрозелень я добавляю. Она очень-очень полезная и вкусная, свежая, самое главное. И вот эти маленькие росточки я сегодня добавлю в горшочек свой с мясом. Вот этот горшок с филе индейки я тушила с овощами в русской печи и, конечно же, добавила вот сюда микрозелени. Здесь очень много полезных микроэлементов, и это очень вкусно. Попробуйте тоже вырастить свою микрозелень. А вот это уже другой день, раннее утро. И угадайте, куда я собралась так рано. Вон там уже едет за мной такси. Та-да-да-там! In the morning when I wake and the sun is coming through, oh, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Shall I write it in a letter
Will you fill my head with pieces of a song I can't get out? Can I... Сегодня выходной день, и я решила съездить в свой любимый город, но совсем ненадолго, конечно же. Я решила сделать себе маникюр вот такой красивый. Также я решила зайти в церковь, которая стояла возле моего дома, когда я снимала квартиру. Это церковь в честь основателя города Нижнего Новгорода Георгия Всеволодовича построена. Вот такие красивые фрески на ней. И сейчас мы с вами зайдем внутрь, и я вам покажу убранство церкви. Сразу скажу, я человек совершенно не религиозный. Мне всегда интересна была архитектура вот таких вот сооружений, таких зданий. А, Также мне интересна роспись внутри на стенах. Это очень-очень красиво. Ну и, конечно же, я здесь пообщалась с некоторыми святыми, которые изображены на стенах этой церкви. Многие люди, наверное, подумают, что я человек религиозный из-за того, что хожу в церковь. Но нет, друзья. Я верю в Бога, я знаю Бога, но я не соблюдаю религиозные обряды, скажем так. С Богом можно общаться не только в церкви, друзья, но и через природу, через жизнь, через людей. Ну и также хочу сказать, что в кого верить, как верить, это личное дело каждого человека. Не могу не показать. Специально вышла на улицу, чтобы показать рассвет. Смотрите, какая красотища, боже. Меня аж прям дух захватывает. Боже, как красиво, вы посмотрите. Это рассвет. Вау. С такого только картины писать, вы посмотрите. Боже, как красиво.